Как должны звучать усилители, которые стоят 10 тысяч евро? Ну вот как ты думаешь, что можно услышать из усилка, который стоит столько же, как квартира? Ну, конечно, не в столице страны, но где-нибудь на окраине. Или как, например, небольшая машина малолитражная. Ведь за 10 штук можно купить малолитражку, например, Рено. Ну так вот, здесь у меня стоит квартира, здесь машина. Слева от меня стоит колонка ProAC D48, которая тоже стоит десятку. Все это подключено к ЦАПу за пятерку и соединено проводами, которые тоже стоят каких-то там больших-больших денег. Так что же ожидать от усилителя из Германии за 10 тысяч евро? И что же ожидать от усилителя из Новой Зеландии за 10 тысяч евро? Дружище, слушаем два усилка за десятку. Начну с Плиниуса. Плиниус Хиата приехал к нам из Новой Зеландии. Да, в Новой Зеландии делают усилители. То есть усилители делают не только в Британии, не только в Америке, не только в Японии, не только в Китае, не только в России, но и в Новой Зеландии, которая славится своей бараниной прекрасной. Итак, хиато на языке майори означает гармония. Ну, слово гармония я расшифровывать тебе не буду. То есть усилитель, по идее, по своему построению, по своему видению звука должен быть гармоничным. МБЛ из Германии, в свою очередь, старается делать высокотехнологичные изделия с прекрасным дизайном. Интересно, что МБЛ – это класс D, а Plinius – это класс АБ. Итак, Plinius Хиата весит 27 килограмм. Это настоящий крупнокалиберный монстр. И выдает он из себя при 4 омах 450 ватт мощности, а при 8 омах 300 ватт мощности. То есть, по большому счету, это же минимальная мощность, которая указана в характеристиках. То есть, в принципе, этот усилитель совершенно спокойно с каждого канала может выдать практически по полкиловатта, а все вместе это аж целый киловатт. МБЛ, в свою очередь, тоже интересный аппарат. При 8 омах 180, при 4 омах, по-моему, 300, а при 2 омах уже 400. То есть этот маленький усилок при 2-омной нагрузке способен выдать с каждого канала по 400 ватт. Ребята, я бы сказал, что это экстраординарная мощность, которая способна справиться практически с любой акустикой, какую бы ты к ней даже не подключил. Даже если тебе придет в голову подключать сюда концертные колонки, я думаю, что ни один из этих усилков не дрогнет. Корпус Plinius Hiata выглядит просто ошеломляюще монументально. Его окружает по периметру толстая фрезованная алюминиевая панель, которая, так чисто на глаз скажу тебе, примерно сантиметр толщиной. Задняя панель заканчивается такими двумя, как ручками, она закрывается ими абсолютно. Короче, если ты будешь ставить этот усилитель на заднюю часть, переворачивая как бы на задок, на заднюю панель, то в принципе ты не повредишь штекера. Такой подход, как правило, используется в профессиональной аппаратуре, которую необходимо много перемещать с концерта на концерт, из студии куда-то еще. И такие ручки, как бы защищающие сегменты на задней панели, защищают коммуникацию устройства от повреждений. Интересно, что в принципе, если у тебя дома не будет подставки для того, чтобы заменить лампочку, то, я думаю, ты совершенно спокойно можешь ставить Plinius на бок, становиться на него и менять свои лампочки, потому что это реально монументальная штуковина. На передней панели Plinius очень минималистичен. По идеологии компании Plinius не ставит на панели своих аппаратов никаких дисплеев. Ведь дисплеи – это всегда источник шума. Поэтому на Plinius стоят малюсенькие, тускло светящиеся лампочки, которые сигнализируют о том, либо об этом, о том, что он включен, или о том, какой вход, либо выход подключен. Что касается пульта дистанционного управления, который идет к Plinius, ребята,
Вот это вот железяка, вот это вот дубина. Короче, если ты являешься счастливым обладателем Плиниуса, то в случае зомби-апокалипсиса ты можешь спокойно отбиваться от зомбаков вот этой дубиной. Еще интересно, что с этого пульта ты можешь менять фазу. Это фишка. Мало на каких изделиях вообще включается такая опция поменять фазу выходящего и исходящего звука. Это очень круто, между прочим. И причем делается из пульта. Нет, ну, конечно, его монументальность, она просто какая-то убийственная на самом деле. Интересно, что на передней панели усилителя за 10 тысяч евро находится 3,5 джек для подключения, чего бы ты думал? Ха! Ну, либо телефона, либо MP3 плеера. Это, конечно, феноменальная фишка, феноменальная опция. Короче, свой телефон ты можешь с помощью 3,5 джека подключить к усилителю за 10 штук и гонять на нем музло, представляешь? Что же у нас в Плиниусе находится на задней панели? На задней панели у нас находится 4 RCA входа, 2 балансных входа, один линейный выход и один выход преод. Ну, для подключения там к сабвуферу, либо дополнительному усилителю по желанию. Интересно, что Plinius ты можешь интегрировать в состав своего домашнего кинозала, например, подключить его к процессору, потому что также на задней панели у него есть 2 сквозных входа, которые позволяют подключиться тебе непосредственно к усилителю мощности в обход предварительного усилителя. Это крутая фишка, которая позволяет интегрировать Plinius в состав домашнего кинозала. Круто. Также у Plinius есть опциональная возможность подключить фонокорректор. Для этого предусмотрен специальный слот на задней панели, но фонокорректор докупается, конечно же, отдельно. Что интересно, этот фонокорректор настраиваемый, и ты можешь на нем регулировать тот картридж, который ты подключил. Я не очень силен в виниловых всех штуках, поэтому, дружище, короче, ты можешь в этот Plinius подключить фонокорректор, который регулируется. Вот и все. На этом все. Что у Plinius внутри? А у Plinius внутри самая настоящая красота. Во-первых, у него целая куча конденсаторов, которые фильтруют ток, который поступает в Plinius, и которые, естественно, дают дополнительную энергию для питания усилителя энергии, для питания усилителя электричеством. Под платой с конденсаторами находятся 2 трансформатора, которые, собственно, и обеспечивают этого монстра энергией. Энергии ему надо очень-очень много. Интересно, что инженеры Plinius используют в своих устройствах штекера производства немецкой компании, зачитываю, WBT. И XLR штекеры используются, зачитываю, Neutrik. Если эти названия что-то для тебя означают, я буду рад за тебя, если ты напишешь, что же это для тебя означает. И интересно, что для внутренней разводки внутри Plinius используется кабель Siltech, а во входном каскаде применены кабеля Auric OFC, производства Audience AV. Вот такие вот технологические штуки расскажу я тебе о усилителях. Интересно, что у Plinius предусмотрена возможность развязки заземления. То есть ты можешь развязать заземление, которое используешь для подключения фонокорректора от общего заземления. Потому что иногда заземление от подключения фонокорректора дает шум на остальные части устройства. Так вот, здесь этого можно избежать. И также вот этот массивный алюминиевый корпус превосходно защищает Plinius от всевозможных внешних и внутренних помех. MBL, как я и говорил, изготовлен в Германии.
Передняя панель у него вообще просто лакшери. Это чертовски красивое, фантастически блестящее изделие. Передняя панель акрил. Дисплейчик окаймлен золотистым, таким какой-то золотистой рамочкой. Интересно, что если Plinius в своих устройствах старается избежать использования дисплеев, то в MBL дисплей есть. Но при этом MBL использует двойную электромагнитную защиту для того, чтобы защитить свой усилитель от всевозможных помех. Итак, усилок выглядит офигенно шикарно. Пульт у него, конечно, не такой бомбический, как у Плиниуса. Он немножечко поменьше. В принципе, от зомби с помощью такого пульта ты не отобьешься. Но зато на нем чисто на глаз больше кнопочек. В конце концов, это тоже приятно. Пульт имеет форму параллелепипеда. Выглядит, что он выточен, вырезан из единого куска алюминия. Тяжелый, увесистый, аккуратный, с четко нажимающимися кнопками. Ну, в общем, я бы сказал, что это элегантный, шикарный, чертовски привлекательный пульт. Также MBL построен на специальном виброзащитном шасси. И, дружище, если ты почувствуешь, что все-таки вибрации одолевают твою аудиофилическую душу, то ты можешь придавить свой усилитель вот таким вот аудиофилическим кирпичом для того, чтобы почувствовать полное, тяжеловесное аудиофилическое счастье. Ведь такие аудиофилические кирпичи, а весит эта штуковина, скажу я тебе, на самом деле, по-моему, даже больше, чем кирпич, мне даже трудно держать ее в руках. Так вот, такие штуковины делаются специально обученными людьми, инженерами, призвание которых — доставить радость тебе, аудиофилу, для того, чтобы ты мог получить самое высочайшее и утонченное удовольствие от прослушивания своих музыкальных любимых записей. Так MBL выглядит чертовски празднично. И в принципе по своей форме, по вот этому своему изгибу, я бы сказал, что он напоминает мне крышку двигателя какого-то мощного автомобиля. Но, может быть, даже не крышку двигателя, а даже полноценный, красивый, мощный двигатель автомобиля. Однозначно у этого усилителя не хватает на передней панели 3,5 джека для подключения MP3 плеера или телефона. Это на самом деле недоработка инженеров. Ребята в MBL, давайте исправляйтесь, будьте современными. И однозначно недостаток и одного, и второго усилителя в том, что, дружище, ни к одному из них невозможно подключить телефон с помощью Bluetooth. Это вообще... Ты представляешь, покупаешь усилитель за 10 штук, а телефон по Bluetooth к нему законнектить нельзя. Что же у нас находится внутри MBL? Итак, под крышкой у нас скрывается трансформатор. На самом деле этот тороидальный трансформатор является двойным. То есть это как бы два трансформатора, поставленные один на второй. И сделано это для того, чтобы они взаимно подавляли помехи, конечно же. Также целая куча качественных конденсаторов установлена в блоке питания для того, чтобы, во-первых, фильтровать электричество, поступающее из сети, во-вторых, для того, чтобы обеспечивать энергетикой усилительную часть усилителя. Ну вот какой каламбурчик получился интересный. Выходной каскад усилителя мощности в классе D, как я и говорил, он занимает совсем мало места и расположен непосредственно перед клеммами подключения акустики на задней панели. И также справа в нижнем углу расположена плата управления, которая, собственно, и управляет всеми функциями этого прекрасного, красивейшего музыкального усилителя. Да, кстати, забыл сказать, что на верхней крышке MBL горит такой логотип интересный. MBL, такая как бы блямба, печать. В общем, вообще на самом деле красиво смотрится. Да, MBL Corona C51 — это шикарно выглядящий аппарат.
На задней панели у нас целая куча RCA входов. По-моему, количество входов здесь 6 или даже 7, несколько балансных входов. Интересно, что при построении этого усилителя использовалась дискретная схемотехника и балансная топология. Это же ого-го! И для того, чтобы защитить аппарат от всевозможных наводок, помех и так далее, здесь применяется двойное электростатическое и двойное электромагнитное экранирование. Что бы это ни значило, но звучит внушительно. Выходов у MBL Corona C51 также два, как и у Plinius. Один просто линейный, второй Preout. То есть линейный ты можешь использовать, например, для записи, для перезаписи каких-нибудь кассет, бобин, а Preout, для подключения дополнительных компонентов, таких как усилитель мощности. Интересно, что в заднюю панель этого MBL можно воткнуть SD-карточку. Но только не думай, что с этой SD-карточки ты сможешь играть какую-нибудь музыку. Нет, SD-карточка здесь используется для того, чтобы обновлять внутреннюю прошивку изделия. И также на нем, на задней панели, есть два смарт-линка для соединения с другими MBL-ками. Если у тебя, конечно, таковые имеются. Выходов для акустики здесь одна пара, то есть, в принципе, с биварингом здесь особо не побалуешься. Хотя, конечно, можно воткнуть два провода в одну дырку, но какой в этом смысл, я не знаю. Конечно же, все технические характеристики MBL и Plinius можешь посмотреть в описании. Где же такие чудеса можно вообще в принципе послушать? Я не могу тебе назвать с головы ни одного места, где можно свободно прийти и послушать MBL и Plinius, кроме Стерео Плюса на Гане Будамбис 22 в Риге. Но и то туда можно попасть только по записи, дружище. Просто так ты сюда не попадешь. Итак, все это дело было послушано на очень хорошей системе. Акустика ProAC D48, ЦАП Рокна, источник цифровой, если я не ошибаюсь, где был подключен яблочный источник, используя RAN, фильтр питания Furutech, кабеля межблочные и силовые Nordost Freya и акустические кабеля Nordost Heimdall. Если бы мне не подсказывали, я бы эти названия ни за что тебе не сказал. Но так как у меня есть подсказчик, то ты все узнал. Итак, дружище, про звук. Изначально мы послушали Plinius. И что я могу тебе рассказать? Как же звучит вот вся эта красота? Вообще, в принципе, мне надо же тебе рассказать, как звучат в сравнении два усилка, которые стоят одинаковых денег. Каждый из них стоит 10 тысяч. Оба они были подключены к совершенно одинаковому источнику, к совершенно одинаковой акустике, совершенно одинаковыми проводами, и они работали на совершенно одинаковых условиях. Как же они отличаются по звуку? Я не могу сказать, что кто-то из них переигрывает одного или второго. Уровень звучания Plinius и MBL примерно одинаковый. Но здесь опять-таки подключается мое личное мнение по вкусовым пристрастиям, потому что и Plinius, и MBL обладают разным характером звучания. Однозначно могу тебе сказать, что мощности и в Plinius, и в MBL достаточно для того, чтобы озвучить не то чтобы квартирку, дом. Ее хватит даже для того, чтобы озвучить концерт. Если, например, ты пригласишь к себе домой Моргенштерна, то совершенно спокойно можно выкатывать эти усилки, подключать к моргенштерновским причиндалам и гонять его в великолепный рэп, хип-хоп или что он там речитативит. Оба усилителя великолепно справляются со всеми жанрами, что бы мы ни слушали. Тяжмет, вокал, инструментал, блюз, электронную музыку,
Ну, в принципе, я не заметил никаких недостатков. Глубина сцены и у одного, и у второго улетает в бесконечность. И Плиниус, и МБЛ прекрасно прорисовывают образы музыкантов на воображаемой сцене. Что касается личного, вкусового моего пристрастия, то Плиниус звучит более быстро, более панчево, он великолепно работает с перкуссией и обладает чертовски детальным басом. То есть, когда гитарист прикасается к басовой струне, ты слышишь не только прикосновение, ты слышишь каждую вибрацию струны, которая есть на записи. Конечно, если это есть на записи. У Плиниуса великолепный металлический, звонкий, отчетливый, объемный верх. Очень ясная, четкая, мощная середина. В принципе, я бы сказал, что Плиниус воспроизводит музыкальные инструменты так, как они на самом деле звучат. Ведь на самом деле, если ты придешь на концерт, который проходит без усилителей и без акустики, то ты услышишь, что настоящие натуральные инструменты звучат очень громко, резко и быстро. И Плиниус всю эту скорость, эту резкость, панчевость, перкуссию, напор, мощность, масштабность, детальность, он все передает, ну, в принципе, я бы сказал, один в один. Ну, по крайней мере, настолько реалистично, что я заслушался. Что касается MBL, MBL звучит более мягко и комфортно. То есть, если бы я пришел домой с работы уставший, то я предпочел бы MBL. А если бы я встал утром и захотел бы бегать весь день бодрячком, то я предпочел бы Плиниус. MBL, в свою очередь, делают музыку комфортной, мягкой, плавной, текучей. Она очень вовлекающая, она очень теплая и детальная. Опять-таки, ты здесь слышишь все, но форма подачи, то, как звучание течет, льется тебе в уши, сам стиль, он отличается от Плиниуса. Оба хороши, но каждый хорош по-своему. Что бы я выбрал? Я попрошу, чтобы мне привезли их оба. Что касается работы с разными музыкальными жанрами, ну, я вообще не могу сказать, что какой-то из этих усилителей что-то не играет. Каждый из них звучит хорошо, каждый из них достаточно мощный, каждый из них достаточно чистый, достаточно ясный, достаточно динамичный для того, чтобы кайфовать, получать полноценное удовольствие от музыки. Но они звучат немножечко по-разному. Итак, что же в конце концов выбрать? Гигантский, мощный, быстрый Плиниус, который можно использовать дома как подставку, у которого есть 3,5 джек для подключения MP3 плеера или телефона. Ну это же вообще просто сказка какая-то. Еще у него в комплекте идет пульт дубиной, которой можно отбиваться от зомбаков. Или в конце концов выбрать этот великолепный MBL, который шикарный, акриловый, блестящий, черное, с золотом. Но это просто радость для глаза. Звучат они оба немножко по-разному, но оба на одном уровне. Я даже не знаю. Но вот реально муки выбора, муки выбора. Короче, приходи на Гане Будамбис 22 в Стерео Плюс и сделай свой выбор. Кстати, хочу тебе сказать, что канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества звука, для улучшения качества видео мне необходимо обновлять оборудование, на которое я снимаю свои видео. Нажимай кнопочку «Спасибо» под видео, и таким образом ты сможешь поддержать канал в развитии. На этом все, дружище. До новых встреч. Затек? А? Затек? В этот раз, ты знаешь, нормально. На этом чемоданчике удобно сидеть. Нормально, да? Вот те разы, которые я делал на полу, это было вообще, слушай,